Россия построит в Сибири новые города-миллионники. Как вам такая тема для сегодняшнего видео, а? Предположение российских политиков построить в Сибири города-мегаполисы вызвало, между прочим, широкое обсуждение и резонанс в обществе. С одной стороны, регион остро нуждается в развитии, с другой, подобный проект потребует огромных вливаний бюджета, когда денег на другие сибирские города и так не хватает. Где же решили воздвигнуть эти города и как будут привлекать туда жителей? Да и насколько реалистична эта затея? Давайте-ка сегодня об этом и поговорим. Что-то ты плохо выглядишь, друг. Иммунитет на нуле, здоровье слабенькое, кожа бледная, настроение на нуле. Пора это исправить. Скорее париться в баньку. Баня сделана из сибирского кедра, который будет делиться с вами своей целебной энергетикой. Печь в виде камина создаст уют. Банька удобная, красивая, что самое главное, вместительная. Всей семьей можно париться. Айда Бочка делает реально крутые бани. Установка заняла всего лишь 1 день. Банька хорошо проветривается, не гниет, не рассыхается. А вот и наш парильщик, собственно. Смотрите-ка, какой красавчик. Румяный весь. Заходите, смотрите, выбирайте, заказывайте свой вариант баньки на сайте aidabochka.rf и поправляйте свое здоровье. Ссылочка в описании под видео. Еще с начала 90-х годов с демографией в Сибири и на Дальнем Востоке было все печально. Наблюдался огромный отток населения в центральные регионы страны. Наибольшие потери за 30 лет в Якутии, Чукотский автономный округ, Магаданская область, которые лишились более половины своих жителей. Недалеко от них ушли Красноярский край и Иркутская область. Здесь около 20% потери населения. В основном из областей уезжают молодые, образованные и наиболее перспективные люди. Города пустеют, госучреждения закрываются, разрушается инфраструктура и регион стремительно деградирует. Остановить это можно только широким привлечением инвестиций и масштабной господдержкой. К сожалению, современные зарплаты в Сибири больше не компенсируют ни жизнь в суровых условиях, ни даже расходы на питание. Высказался, между прочим, и наш министр обороны Шойгу. По его словам, строительство новых городов с инфраструктурой и новым производством поможет изменить ситуацию. И где же будут эти города? По мнению министра обороны, требуется построить от 3 до 5 городов с населением до 1 миллиона человек. Они станут научно-промышленными экономическими зонами, так сказать, новые полюса привлечения соотечественников и трудовых мигрантов. Предполагается также, что в регионе будут не только добывать сырье, но и развернут производство высокотехнологичных продуктов, а для сбыта этих товаров предлагается проложить через новые города кедровый тракт, который соединит Европу и Китай. Расположение одного из городов видят между Красноярском и Братском. Там окажется создан кластер по переработке алюминия, своеобразная алюминиевая долина. Другой город появится в областях и окрестностях Лесосибирска и сконцентрируется на лесе и строительных материалах. Еще один населенный пункт возникнет в районе Кинска, где наблюдаются предпосылки для создания углехимического производства. Также, что немаловажно, города будут находиться рядом с Транссибирской магистралью и ее ответвлениями, что даст доступ к железной дороге и автомобильным перевозкам. Но, конечно же, не все так хорошо. По разным оценкам, проект потребует аж от 20 до 50 миллиардов долларов. Это, между прочим, около 20% бюджета страны. Насколько успешным будет строительство вообще таких городов? Если новые города будут обустроены так же, как и их соседи,
то туда никто не поедет. Для привлечения трудовых ресурсов необходима инфраструктура по типу Москвы, Санкт-Петербурга и других миллионников, которая позволила бы специалистам комфортно жить. Кроме того, в Сибири зарплаты должны быть гораздо выше, чем в остальной России, но с тем условием, что они не обесценятся ценами на жилье и продуктами. Наконец, проект рискует никогда не окупиться. Между прочим, опыт того же Китая и других стран показал, что в построенные на пустом месте города никто не хочет ехать. Поднебесная также планировала построить завязанные на производстве мегаполисы, однако ни один так и не оказался заселен хотя бы на 20%. В Китае до сих пор остаются незаселенными районы городов и целые построенные с нуля поселения. Если в советское время подобные затеи воплощались за счет сильной воли, привлечения комсомольцев и использования труда заключенных, то в наших реалиях, я думаю, проект рискует закончиться еще не начавшись. А что вы считаете? Стоит ли возводить новые города в Сибири или лучше ограничиться развитием уже существующих городов? Пишите ваше мнение в комментариях, а также не забываем поставить лайк и подписаться на канал Bizarre World. У меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока. И еще кое-что добавлю. Когда искал я информацию для данного видео, наткнулся на интересную статью в Википедии «Населенные пункты без населения». Как оказалось, в России более 300 600 населенных пунктов без людей. Да, друзья, более 200 страниц городов, поселков, деревень, в которых 0 населения. Представляете? Да, эта картина, конечно, немного, так сказать, напрягает и печалит. И у меня, так сказать, не претензии к правительству и так далее. Это все происходило на протяжении последнего века, ну, соответственно, 100 лет. Но сей факт, так сказать, меня ввел в состояние, не знаю даже, как это выразить, мягко, так сказать, и без мата. Да, в общем-то, печально все это выглядит, печально. Столько населенных пунктов, в которых теоретически по сей день могли проживать люди, но там никого нет. Да, друзья, никого нет. Вот, например, Алтухино как пример. Алтухино пережили Вторую мировую войну, были освобождены от немцев. Так примерно жили в этом поселении люди. Жили, радовались жизни, рожали детишек. А вот так выглядит это поселение сегодня. Печально все это, правда? Печально.